что это набор правил и религий. Но так ли вы это ощутили на своем опыте? Наверное, я также этого ожидала, что за Богом идти это так скучно, неинтересно. Но из-за того, что я искала смысл жизни, я даже готова была и на это пойти. Но у меня есть возможность сравнить свою жизнь до того, как я посвятила жизнь Господу, и после. И я могу сказать, после посвящения она гораздо интересней, гораздо полна смысла, оттенков, такая палитра интересных сюрпризов. Хотя и до Бога у меня была очень хорошая, активная жизнь. Мы выступали во всех лучших местах перед правительством. Приезжал к нам и Малинин, мы имели возможность там пересекаться, и у нас Юрмала проходила в Киргизии в конце 80-х годов, и встреча со многими артистами, певцами. Жизнь активная, интересная, уровень встреч с людьми очень разнообразная. Но когда я стала ходить в церковь, для меня внутренний, конечно, был перелом, потому что приходилось общаться с людьми, как мне казалось, какими-то примитивными, неинтересными, несовременными, ограниченными. Но с Богом, когда ты начинаешь соприкасаться со сверхъестественным, жизнь такая интересная. Я помню, год заканчивался, и мне вопрос был, я столько нового узнала за этот год, а что будет следующим? А что же дальше? И неужели это будет так продолжаться? И вот на сегодня мне в Боге уже 35 лет, только в Боге, после того, когда я решила следовать за Ним. И я могу сказать, жизнь полна сюрпризов, смысла, всего интересного. Никогда скучно не бывает. Главное, самому себе не устраивать эту скучную жизнь, не соглашаться с тем, что ты достиг, оставить новые для себя цели, желание работать со своим же сердцем, со своими недостатками и видеть, как что-то внутри меняется. Да, в этом уже даже просто прелесть того, когда ты сам себя побеждаешь, и ты видишь славу Божию, и жизнь с Ним интересная. Мне, честно, непонятно людей, почему они живут без Бога, мне так их жалко. И особенно, когда ты соприкасаешься с пониманием, насколько все здесь на земле быстро проходит, и предстанет настоящая жизнь, которая не закончится ни через 100 лет, ни через 200, ни через 300, ни через 10 тысяч лет. Она навсегда. И ты здесь на земле соизмеряешь все, что ты получишь награду на небе. Поэтому хочется ее использовать, хочется каждый миг, насколько могу осознавать, а как я буду смотреть на это с призмы вечности. И поэтому так много еще работы над самой собой, и жизнь не скучная. С Богом она без ограничений, и она всегда интересная. Самое главное, самому себе эту скукоту не навязать. Полной ответственностью заявляю, потому что за все, что я здесь на земле произношу, что это от Бога, я дам отчет. И когда я перечисляла Богу все то, что мне бы хотелось в этой жизни, как перед золотой рыбкой, так произошло, что как будто бы мое тело отделилось, и я предстала перед какими-то странными такими воротами. Голос, он внутри меня говорит, что я могу тебе все дать, все, о чем ты просишь. Но когда ты предстанешь передо мной, ты будешь очень разочарована, что ты всю свою жизнь потратила на саму себя. И ты всю вечность будешь сожалеть о том, что ты так провела жизнь. И я поняла, что это был вызов Бога, кому я посвящу свою жизнь.